Агата Кристи. Партнеры по преступлению. Глава 22. Ботинки посла. мой дорогой друг», — сказала Таппинс и помахала щедро смазанным маслом маффином. Томми смотрел на нее минуту или две, затем его лицо расплылось в широкой улыбке, и он пробормотал: «Мы должны быть так невероятно осторожны». «Совершенно верно», — обрадовалась Таппинс. «Ты угадал. Я знаменитый доктор Форчун, а ты суперинтендант Белл. И почему же ты изображаешь Реджинальда Форчуна?» «Честно говоря, просто потому, что мне хочется побольше горячего сливочного масла». «Это его приятная сторона», — сказал Томми. «Но есть и другая. Тебе придется довольно часто осматривать ужасно изувеченные лица и самые настоящие трупы». В ответ Таппинс перебросила ему письмо. Брови Томми удивленно поползли вверх. Рэндольф Уилмот, американский посол. Интересно, чего он хочет? Узнаем завтра в 11 часов. Ровно в назначенное время мистер Рэндольф Уилмот, посол Соединенных Штатов Америки при Сент-Джеймсском дворе, был проведен в кабинет мистера Бланта. Он откашлялся и заговорил в неспешной, характерной для него манере. «Я пришел к вам, мистер Блант. Кстати, ведь я говорю с самим мистером Блантом, не так ли?» «Совершенно верно», — ответил Томми. «Я Теодор Блант, глава фирмы». «Я всегда предпочитаю иметь дело с руководителями», — сказал мистер Уилмот. «Это во всех отношениях надежнее». Как я и собирался сказать, мистер Блант, эта история просто выводит меня из себя. В ней нет ничего такого, из-за чего стоило бы беспокоить Скотленд-Ярд, я ни капли не пострадал финансово, и все это, скорее всего, результат простой ошибки. Но тем не менее, я никак не пойму, как именно возникла эта ошибка. Полагаю, ничего преступного тут нет, однако мне бы хотелось во всем разобраться. Меня бесит, когда я не вижу причины и смысла происходящего. «Совершенно с вами согласен», — сказал Томми. Мистер Уилмот продолжил. Он говорил медленно и вдавался в многочисленные детали. Наконец Томми удалось вставить слово. «Именно так», — сказал он. «Положение дел следующее. Неделю назад вы прибыли на лайнере «Намадик». Каким-то образом ваш вещевой мешок и вещевой мешок другого джентльмена, мистера Ральфа Вестерхема, у которого точно такие же инициалы, как у вас, перепутались. Вы взяли саквояж мистера Вестерхема, а он ваш. Мистер Вестерхем сразу же обнаружил ошибку, отослал ваш саквояж в посольство и забрал свой. Я пока все правильно понял? Именно это и произошло. Должно быть, эти две сумки были практически одинаковыми, и, учитывая, что инициалы РВ в обоих случаях совпадают, нетрудно понять, как могла произойти ошибка. Я и сам не знал о случившемся, пока мой камердинер не сообщил мне про эту путаницу и о том, что мистер Вестерхем, он сенатор, человек, которым я искренне восхищаюсь, прислал за своей сумкой и вернул мою. В таком случае я не совсем понимаю. Но вы поймете. Это только начало истории. Вчера совершенно случайно я столкнулся с сенатором Вестерхемом и, к слову, в шутливой форме упомянул об этом случае. К моему огромному удивлению, он, похоже, вообще не понимал, о чем я говорю, а когда я объяснил, и вовсе все категорически опроверг. Он не забирал мою сумку с корабля по ошибке, более того, среди его багажа вообще не было ничего подобного. Какая необычайная история. Мистер Блант, это действительно необычайно.
В этом нет никакой логики и смысла. Послушайте, если бы кто-то хотел украсть мою сумку, он мог бы сделать это с легкостью, не прибегая к таким сложным уловкам. Да и к тому же ее не украли, а вернули мне. С другой стороны, если ее взяли по ошибке, то зачем прикрываться именем сенатора Вестерхема? Это какое-то безумие, но чисто из любопытства я намерен докопаться до истины. Надеюсь, это дело не кажется вам слишком тривиальным, чтобы за него взяться? Вовсе нет. Это весьма интригующая небольшая задача. Она, как вы справедливо заметили, может иметь множество простых объяснений, но на первый взгляд выглядит весьма загадочно. Первым делом, разумеется, нужно выяснить причину подмены, если это вообще была подмена. Вы говорите, что из вашей сумки ничего не пропало, когда она снова оказалась у вас? Мой слуга говорит, что нет. А он бы знал. А что в нем было, если не секрет? В основном ботинки. Ботинки? Разочарованно переспросил Томми. Да, подтвердил мистер Уилмот. Ботинки. Странно, правда? Вы простите меня за этот вопрос, проговорил Томми, но вы случайно не перевозили какие-нибудь секретные документы или что-то в этом роде, вшитые в подкладку ботинка или спрятанные в полый каблук? Похоже, вопрос развеселил посла. Надеюсь, тайная дипломатия еще не докатилась до подобного. Разве что в романах, ответил Томми с виноватой улыбкой. Но поймите, нам ведь нужно хоть как-то все это объяснить. А кто пришел за сумкой, за той, второй сумкой, я имею в виду? Якобы один из слуг Вестерхема. Насколько я понял, совершенно неприметный, обычный человек. Мой камердинер не заметил в нем ничего подозрительного. Вы не знаете, ее успели распаковать? Вот этого сказать не могу. Полагаю, что нет. Но, может быть, вы захотите сами расспросить камердинера? Он расскажет вам о случившемся куда больше моего. Думаю, это лучший план, мистер Уилмот. Посол набросал пару слов на визитке и протянул ее Томми. Полагаю, вам удобнее отправиться прямо в посольство и расспросить его на месте? Если нет, я могу приказать человеку, его, к слову, зовут Ричардс, приехать сюда. Нет, спасибо, мистер Уилмот. Я бы предпочел съездить в посольство. Посол встал, взглянув на часы. Боже мой, я же опоздаю на встречу. Что ж, до свидания, мистер Блант. Оставляю это дело в ваших руках. Он поспешно удалился. Томми посмотрел на Таппинс, которая с кротким видом что-то строчила в блокноте, отлично играя роль исполнительной мисс Робинсон. «Ну и что ты думаешь, старина?» — спросил он. «Видишь ли ты в происходящем хоть какую-то логику или смысл, как выразился наш старик?» «Решительно никакого», — весело откликнулась Таппинс. «Что ж, по крайней мере, для начала не изобретательно. Это доказывает, что за всем этим кроется нечто действительно глубокое. Ты правда так думаешь?» Это общепринятая гипотеза. Вспомни Шерлока Холмса и глубину, на которую масло погрузилось в петрушку, в смысле, наоборот. Я всегда страстно хотел узнать все подробности того дела. Может, Ватсон когда-нибудь извлечет его из своей записной книжки. Тогда я смогу умереть спокойным. Но пора за работу. «Совершенно верно», — сказала Таппинс. Нельзя назвать уважаемого Уилмотта быстрым человеком, зато он надежен. А да, она знает мужчин. Заметил Томми.
Или мне следует сказать, он знает мужчин? Ужасная путаница, когда ты примеряешь на себя роль сыщика мужчины. Мой дорогой друг, мой дорогой друг. Побольше дел, Таппинс, и поменьше повторений. Классическая фраза не может звучаться слишком часто. С достоинством отрезала Таппинс. «Съешь маффин», — добродушно предложил Томми. «Не в 11 же часов утра, спасибо». Глупое какое-то дело. Ботинки, ну надо же. Почему именно ботинки? Ну, пожал плечами Томми, а почему бы и нет? Все равно не сходится. Ботинки, она покачала головой. Вьется какая-то ерунда. Кому нужны чужие ботинки? Вся эта история — просто какое-то безумие. Возможно, они прибрали к рукам не ту сумку? Предположил Томми. Все может быть. Но если им нужны были бумаги, портфель для документов подошел бы куда больше. Бумаги — это единственное, что приходит на ум при слове «посол». Ботинки наводят на мысль о следах, задумчиво произнес Томми. Как ты думаешь, они хотели выложить где-нибудь цепочку отпечатков Уилмотта? Таппинс обдумала это предположение, на время выйдя из роли, но затем покачала головой. «Это кажется абсолютно невозможным», — сказала она. «Нет, я уверена, нам придется смириться с тем фактом, что ботинки тут совершенно ни при чем». «Что ж», — со вздохом проговорил Томми. «Следующий шаг — допросить нашего друга Ричардса. Возможно, он прольет хоть какой-то свет на эту тайну». Предъявив карточку посла, Томми беспрепятственно прошел в здание посольства, и вскоре перед ним предстал бледный молодой человек с почтительными манерами и тихим голосом, готовый к расспросам. «Я Ричардс, сэр, камердинер мистера Уилмотта. Мне сказали, вы хотели меня видеть?» «Да, Ричардс. Мистер Уилмот заходил ко мне сегодня утром и предложил мне приехать и задать вам пару вопросов. Дело касается вещевого мешка. Я знаю, что мистер Уилмот был довольно сильно расстроен этой историей, сэр. Хотя я, честно говоря, не совсем понимаю, почему, ведь никакой беды не произошло. Я совершенно четко понял от человека, который приходил за второй сумкой, что она принадлежит сенатору Вестерхему, но, разумеется, я мог и ошибиться. А как он выглядел? Средних лет. Сидеющий. Я бы сказал, очень приличный, весьма почтенного вида. Я так понял, он камердинер сенатора Вестерхема. Он оставил сумку мистера Уилмотта и забрал другую. Ее успели распаковать? Которую именно, сэр? Ну, я имею в виду ту, что вы привезли с корабля. Но меня также интересует и вторая, собственная сумка мистера Уилмотта. Как вы думаете, ее распаковывали? Полагаю, что нет, сэр. Она была ровно в том состоянии, в каком я застегивал ее ремни на корабле. Думаю, тот джентльмен, кем бы он ни был, просто открыл ее, понял, что сумка не его, и снова закрыл. Ничего не пропало? Никакой мелкой вещицы? Не думаю, сэр. Впрочем, я даже абсолютно уверен. А теперь о второй сумке. Вы успели начать ее распаковывать? Вообще-то, сэр, я как раз открывал ее в тот самый момент, когда пришел человек сенатора Вестерхема. Я только-только расстегнул ремни. А внутрь вы заглянули? Мы просто расстегнули ее вместе, сэр, чтобы убедиться, что на этот раз никакой ошибки нет. Человек сказал, что все в порядке, сам затянул ремни и унес ее.
А что было внутри? Тоже ботинки? Нет, сэр, в основном туалетные принадлежности, как мне показалось. Помню, я заметил банку с солью для ванн. Томми решил оставить эту ветку расспросов. Вы ведь не замечали, чтобы кто-то трогал вещи в каюте вашего хозяина на корабле? Нет, сэр. Вообще ничего подозрительного. И что я сам имею в виду под этим вопросом? С легкой иронией подумал он про себя. Что-то подозрительное, просто пустые слова. Однако стоявший перед ним человек вдруг помедлил. Теперь, когда я вспомнил об этом. Да. С азартом подхватил Томми. И что же? Не думаю, что это может иметь хоть какое-то отношение к делу, сэр. Но там была одна молодая леди. Да. Молодая леди, говорите. И что же она делала? Ей сделалось дурно, сэр. Очень приятная молодая особа. Мисс Эйлин О'Хара, так ее звали. Изящная такая миловидная девушка, невысокая, с черными волосами. И немного иностранного вида. Да. С еще большим азартом перебил Томми. Как я и говорил, ей стало плохо прямо возле каюты мистера Уилмотта. Она попросила меня позвать врача. Я помог ей дойти до дивана, а сам побежал за доктором. Я довольно долго его искал, а когда нашел и привел с собой, молодой леди было уже совсем хорошо. «А как?» — протянул Томми. «Вы же не думаете, сэр?» «Трудно сказать, что тут думать», — уклончиво ответил Томми. «Эта мисс О'Хара путешествовала одна?» «Да, сэр, насколько я знаю». «И после высадки на берег вы ее больше не видели?» «Ни разу, сэр». «Что ж», — произнес Томми после пары минут раздумий. «Думаю, это все». «Спасибо, Ричардс». «Вам спасибо, сэр». Вернувшись в офис детективного агентства, Томми во всех подробностях пересказал разговор с Ричардсом Таппинс, которая слушала его очень внимательно. «И что ты об этом думаешь, Таппинс?» Мой дорогой друг, мы, врачи, всегда с большим скепсисом относимся к внезапным обморокам. Уж больно это удобно. К тому же и Эйлин, и О'Хара. Согласись, звучит прямо-таки чересчур по-ирландски. Но это хотя бы какая-то зацепка. Знаешь, что я собираюсь сделать, Таппинс? Дать объявление о поиске этой леди. Что? Ну да. Попросить предоставить любую информацию относительно мисс Эйлин О'Хара, которая совершала рейс на таком-то корабле и в такую-то дату. Если она честный человек, то ответит сама, либо кто-то другой вызовется передать нам сведения о ней. На данный момент это наша единственная надежда на улику. Учти, ты таким образом и ее насторожишь. Что ж, пожал плечами Томми, приходится чем-то рисковать. И все равно я не вижу во всем этом никакого смысла, нахмурилась Таппинс. Если шайка жуликов прибрала к рукам сумку посла на час-другой, а потом вернула ее назад, какая им от этого польза? Разве что внутри были документы, которые они хотели скопировать, но ведь мистер Уилмот божится, что ничего подобного там не было. Томми задумчиво уставился на нее. «А ведь ты очень точно формулируешь вещи, Таппинс», — проговорил он наконец. «Ты натолкнула меня на одну мысль». Это произошло 2 дня спустя. Таппинс ушла обедать.
Томми, находясь в гордом одиночестве в строгом кабинете мистера Теодора Бланта, развивал свой ум чтением очередного остросюжетного детективного романа. Дверь кабинета открылась, и появился Альберт. «К вам, молодая леди, сэр. Мисс Сесили Марч. Говорит, что пришла по объявлению. Живо зови ее!» Воскликнул Томми, сунув роман в первый попавшийся выдвижной ящик. Минуту спустя Альберт ввел молодую особу. Томми едва успел заметить, что она блондинка и чрезвычайно хороша собой, как произошло нечто совершенно невероятное. Дверь, за которой только что скрылся Альберт, с треском распахнулась. На пороге стояла весьма колоритная фигура, высокий смуглый мужчина испанской наружности в ярко-красном галстуке. Его черты исказила ярость, а в руке блестел пистолет. Так вот она, контора мистера Бланта, любителя совать нос в чужие дела. Произнес он на безупречном английском языке. Голос его звучал глухо и ядовито. «Руки вверх, живо, не то застрелю». Угроза вовсе не казалась пустой. Томми послушно поднял руки. Девушка, вжавшись в стену, испуганно ахнула. «Эта барышня пойдет со мной», — продолжал незнакомец. «Да, милочка, именно ты. Ты меня никогда раньше не видела, но это не имеет значения. Я не позволю какой-то глупой девчонке разрушить мои планы. Кажется, я помню, что ты была одной из пассажирок на Мадика. Должно быть, совала нос не в свои дела. Но у меня нет никакого желания позволять тебе выбалтывать секреты этому самому мистеру Бланту. Весьма умный джентльмен, этот мистер Блант со своими хитроумными объявлениями. Да только вот незадача, я и сам просматриваю колонки объявлений. Так я и раскусил его маленькую игру. «Вы меня чрезвычайно интригуете», — проговорил Томми. «Не хотите ли продолжить? Дерзость вам не поможет, мистер Блант. Отныне вы меченый. Бросьте это расследование, и мы оставим вас в покое. В противном случае, да поможет вам Бог. Смерть приходит быстро к тем, кто встает у нас на пути». Томми ничего не ответил. Он смотрел через плечо непрошеного гостя так, словно увидел призрака. Впрочем, то, что он увидел, внушило ему куда больший страх, чем любое привидение. До этой минуты он вообще не брал в расчет Альберта. Томми был уверен, что с ним загадочный незнакомец уже расправился, и если вспоминал о нем, то лишь как о бедняге, лежащем без чувств на ковре в приемной. И вот теперь он увидел, что Альберт чудом избежал внимания нападавшего. Однако вместо того, чтобы выскочить на улицу и по-хорошему, по-британски позвать полицейского, Альберт решил действовать в одиночку. Дверь за спиной незнакомца бесшумно приоткрылась, и в проеме показался Альберт, обмотанный витками веревки. Отчаянный вопль протеста вырвался у Томми, но было слишком поздно. Сгорая от энтузиазма, Альберт накинул петлю на голову незнакомца и резко рванул на себя, сбив того с ног. Случилось неизбежное. Пистолет оглушительно бабахнул, и Томми ощутил, как пуля, обдав ухо жаром, пролетела мимо и зарылась в штукатурку за его спиной. «Я скрутил его, сэр!» — закричал сияющий от триумфа Альберт. «Поймал в лассо. Я учился бросать лассо в свободное время, сэр. Поможете мне? Он ужасно буйный». Томми поспешил на помощь своему верному помощнику, мысленно твердя себе, что никакого свободного времени у Альберта больше не будет. «Чёртов идиот!» — выкликнул он. «Почему ты не побежал за полицией?»
Из-за твоих дурацких строптивых игр он мне чуть голову не прострелил. Ух. Сделай шаг влево, и я был бы мертвец. Зато я заарканил его в самый последний момент. Проговорил Альберт, ничуть не растеряв своего пыла. Потрясающе, на что способны эти парни в прериях, сэр. Допустим, сказал Томми. Но мы не в прериях. Мы находимся в весьма цивилизованном городе. А теперь, милостивый сударь, обратился он к поверженному врагу, что же нам с вами делать? Поток ругательств на иностранном языке был ему единственным ответом. «Тише, тише», — остановил его Томми. «Я не понимаю ни единого слова из того, что вы говорите, но догадываюсь, что подобные выражения не стоит употреблять при даме. Вы уже извините его, мисс. Знаете, в пылу этого небольшого происшествия я совершенно забыл ваше имя». «Марч», — сказала девушка. Она все еще была бледной и дрожала. Но теперь она подошла ближе и встала рядом с Томми, глядя сверху вниз на лежащего без чувств поверженного незнакомца. «Что вы собираетесь с ним делать?» «Ну, теперь-то я могу сбегать за полицейским», — услужливо предложил Альберт. Однако Томми, подняв глаза, заметил едва уловимый отрицательный кивок девушки и тут же сориентировался. «На этот раз мы его отпустим», — заметил он. «Тем не менее, я не откажу себе в удовольствии спустить его с лестницы подсрачниками, хотя бы для того, чтобы научить хорошим манерам при дамах». Он снял веревку, поднял жертву на ноги и энергично выставил ее за дверь приемной. Раздалась серия пронзительных воплей, а затем громкий глухой удар. Томми вернулся назад, запыхавшийся, но улыбающийся. Девушка смотрела на него круглыми от изумления глазами. «Вы причинили ему боль?» «Надеюсь, что да», — ответил Томми. «Но у этих иностранцев привычки визжать еще до того, как им сделают больно, так что я не могу быть уверен наверняка. Не пройти ли нам снова в мой кабинет, мисс Марч, чтобы продолжить прерванный разговор? Не думаю, что нам еще кто-нибудь помешает. Я подержу лассо наготове, сэр, на всякий случай», — подал голос неутомимый Альберт. «Убери его», — строго приказал Томми. Он проследовал за девушкой в кабинет и сел за свой стол, а она заняла кресло напротив. «Я даже не знаю, с чего начать», — проговорила девушка. «Как вы слышали из слов того человека, я действительно плыла на намадике. Дама, о которой вы давали объявление, мисс Сохара, тоже была на борту». «Вот именно», — сказал Томми. «Это нам уже известно. Но я подозреваю, вы знаете что-то о ее делах на этом корабле, иначе тот колоритный джентльмен не стал бы так спешить с вмешательством. Я расскажу вам все». На борту находился американский посол. Однажды, проходя мимо его каюты, я увидела эту женщину внутри. Она занималась настолько странным делом, что я остановилась посмотреть. В руках у нее был мужской ботинок. «Ботинок!» Азартно воскликнул Томми. «Простите, мисс Марч, продолжайте». Маленькими ножницами она распорывала подкладку. Затем, кажется, просунула что-то внутрь. Как раз в эту минуту по коридору шли доктор и еще один человек, и она тут же упала назад на диван и застонала. Я подождала и из их разговора поняла, что она притворилась, будто теряет сознание. Я говорю, притворилась, потому что, когда я впервые увидела ее, ей явно не было плохо. Томми кивнул. «И что же дальше?» «Мне даже немного неловко рассказывать вам следующую часть. Я была любопытна.
тому же я начиталась всяких глупых книжек и подумала, не засунула ли она в ботинок мистера Уилмотта бомбу, отравленную иглу или что-то в этом роде. Знаю, это звучит абсурдно, но я правда так подумала. В общем, когда в следующий раз каюта была пуста, я юркнула внутрь и осмотрела ботинок. Из подкладки я вытащила сложенный листок бумаги. Но едва он оказался у меня в руках, как я услышала шаги стюарда и поспешила выйти, чтобы не попасться. Бумага осталась у меня. Когда я добралась до своей каюты, я изучила ее. «Мистер Блант», там не было ничего, кроме нескольких стихов из Библии. «Стихов из Библии?» — переспросил чрезвычайно заинтригованный Томми. По крайней мере, я так думала в тот момент. Я ничего не могла понять, но предположила, что это дело рук какого-нибудь религиозного фанатика. В общем, я решила, что не стоит возвращать бумажку на место. Я сохранила ее и особо о ней не думала, вплоть до вчерашнего дня, пока не решила сложить из нее кораблик для своего маленького племянника, чтобы он пускал его в ванной. Когда бумага намокла, я заметила, как на ней проступает какой-то странный рисунок. Я поспешно вытащила ее из воды и разгладила. Вода проявила скрытый чертеж. Это был своего рода план, и выглядел он как вход в какую-то гавань. А сразу после этого я прочитала ваше объявление. Томми вскочил со стула, но это же чрезвычайно важно. Теперь мне все понятно. Этот чертеж, по всей видимости, план обороны какой-то важной гавани. Эта женщина украла его. Она испугалась, что ее выследили, и, не решаясь спрятать документ среди своих вещей, придумала вот такое тайное место. Позже она завладела сумкой, в которой лежал ботинок, лишь для того, чтобы обнаружить, что бумага исчезла. «Скажите, мисс Марч, вы принесли эту бумагу с собой?» Девушка покачала головой, она у меня на работе. Я держу салон красоты на Бонд-стрит. Вообще-то я агент нью-йоркской косметической фирмы «Цикламен». Собственно, поэтому я и ездила в Америку. Я подумала, что бумага может быть важной, поэтому перед выходом заперла ее в сейфе. Разве Скотланд-Ярду не следует о ней узнать? Да, безусловно. В таком случае не поехать ли нам туда прямо сейчас, не забрать ли ее и не отвезти ли сразу в Скотланд-Ярд? Я очень занят сегодня днем, проговорил Томми, напустив на себя деловой вид и взглянув на часы. Епископ лондонский хочет, чтобы я взялся за одно дело для него. Весьма любопытная задача, связанная с церковными облачениями и 2 викариями. «Что ж, в таком случае», — сказала мисс Марч, поднимаясь с места, — «я пойду одна». Томми жестом остановил ее, как я и собирался сказать, епископ подождет. Я оставлю пару слов Альберту. Я убежден, мисс Марч, что пока эта бумага не будет благополучно передана в Скотланд-Ярд, вы находитесь в смертельной опасности. Вы правда так думаете? С сомнением переспросила девушка. Я не думаю, я уверен. Извините меня. Он набросал несколько слов в блокноте перед собой, затем вырвал листок и сложил его. Взяв шляпу и трость, он дал понять девушке, что готов ее сопровождать. В приемной он с важным видом вручил сложенную бумажку Альберту. «Меня вызывают по срочному делу. Объясните все его преосвященству, если он придет. Вот мои заметки по этому делу для мисс Робинсон». «Слушаюсь, сэр», — подыграл Альберт. «А как быть с жемчугом герцогини?» Томми раздраженно отмахнулся. «Это тоже подождет». Он и мисс Марч поспешно вышли.
На середине лестницы они столкнулись с поднимавшейся навстречу Таппинс. Томми прошел мимо нее, бросив на ходу: «Опять опаздываете, мисс Робинсон. Меня вызывают по важному делу». Таппинс замерла на ступенях и удивленно уставилась им вслед. Затем, изумленно вскинув брови, она продолжила путь в офис. Когда они вышли на улицу, к ним тут же подрулило такси. Томми уже собрался было поднять руку, но вовремя передумал. «Вы хороший ходок, мисс Марч?» — серьезно спросил он. «Да, а что? Не лучше ли нам взять такси? Так будет быстрее». Возможно, вы не заметили, но этот таксист только что отказался подвезти другого пассажира чуть ниже по улице. Он поджидал именно нас. Ваши враги начеку. Если вы чувствуете в себе силы, нам лучше дойти до Бонд-стрит пешком. На людных улицах они не осмелятся ничего против нас предпринять. Хорошо, довольно неуверенно согласилась девушка. Они направились на запад. Улицы, как и говорил Томми, были запружены народом, и продвигались они медленно. Томми зорко озирался по сторонам. Время от времени он быстрым жестом увлекал девушку в сторону, хотя сама она не замечала ничего подозрительного. Вдруг, взглянув на нее, он почувствовал укол совести. «Послушайте, вы выглядите совершенно изнуренной. Это все шок от того типа. Зайдемте сюда, выпьем по чашке хорошего крепкого кофе. Полагаю, от глотка бренди вы наотрез откажетесь». Девушка покачала головой с слабой улыбкой. «Тогда пусть будет кофе», — сказал Томми. «Думаю, мы можем смело рискнуть, не боясь, что его отравили». Они немного засиделись за кофе, а затем отправились дальше уже более быстрым шагом. «Мне кажется, мы оторвались от них», — сказал Томми, оглядываясь через плечо. Салон «Цикламен Лимитед» представлял собой небольшое заведение на Бонд-стрит с бледными розоватыми тафтовыми шторами и выставленными в витрине парой баночек с кремом для лица да бруском соп-мыла. Сесили Марч вошла внутрь, и Томми последовал за ней. Помещение оказалось крошечным. Слева располагалась стеклянная прилавок-витрина с туалетными принадлежностями. За ней стояла женщина средних лет с сидеющими волосами и безупречной кожей, которая приветствовала появление Сесили Марч легким наклоном головы, после чего продолжила беседу с клиенткой, которую обслуживала. Этой клиенткой была миниатюрная темноволосая женщина. Она стояла к ним спиной, и ее лица не было видно. Она изъяснялась на медленном, затрудненном английском языке. Справа находились диванчик и пара кресел с журналами на столике. Там сидели двое мужчин, судя по всему, скучающие мужья, поджидавшие своих жен. Сесили Марч прошла прямо к двери в конце помещения и придержала ее, чтобы Томми прошел следом. Едва он сделал шаг, как покупательница воскликнула: «А! Но мне кажется, это мой амиго». И устремилась за ними, вовремя подставив ногу в дверь, чтобы не дать ей закрыться. В то же время оба мужчины вскочили с мест. Один последовал за ней в дверь, а второй шагнул к продавщице и зажал ей рот рукой, чтобы заглушить рвавшийся из ее груди крик. Тем временем за створчатой дверью события развивались стремительно. Едва Томми переступил порог, как на его голову накинули плотную ткань, а в ноздри ударил тошнотворный одурманивающий запах. Однако почти сразу ее сорвали назад, и пронзительно раздался женский крик. Томми немного похлопал глазами и прокашлялся, разглядывая представшую перед ним картину. Справа от него находился тот самый загадочный незнакомец, на которого еще пару часов назад они охотились, а один из скучающих мужей из приемной ловко надевал на него наручники.
Прямо перед ним Сесили Марч тщетно пыталась вырваться из схватки клиентки магазина, которая мертвой хваткой удерживала ее за руки. Когда последняя повернула голову и с нее упала вуаль, открылись хорошо знакомые черты Таппинс. «Отличная работа, Таппинс», — проговорил Томми, шагнув вперед. «Давай-ка я тебе помогу. Я бы на вашем месте не барахтался, мисс Сохара, или вы предпочитаете, чтобы вас звали мисс Марч?» «Томми, это инспектор Грейс», — сказала Таппинс. «Как только я прочитала оставленную тобой записку, я сразу же позвонила в Скотленд-Ярд, и инспектор Грейс с коллегой встретили меня прямо возле входа. «Чрезвычайно рад прибрать к рукам этого джентльмена», — отозвался инспектор, указывая на арестованного. «Мы за ним давно охотимся. Но у нас и мысли не было подозревать это местечко, дураки думали, что это обычный салон красоты». «Понимаешь», — мягко объяснил Томми, «мы просто обязаны быть очень осторожными. Зачем кому-то прибирать к рукам сумку, послав всего на час-другой?» Я поставил вопрос с другой стороны. Что, если важнейшей была как раз вторая сумка? Кому-то потребовалось, чтобы эта сумка находилась во владении посла на протяжении часа. Вот это уже куда более проливает свет на дело. Дипломатический багаж не подвергается унизительному досмотру на таможне. Очевидно, контрабанда. Но контрабанда чего? Чего-то не слишком громоздкого. Я сразу же подумал о наркотиках. А затем в моем кабинете была разыграна эта живописная комедия. Они увидели мое объявление и захотели сбить меня со следа, а если не выйдет, то и вовсе убрать с дороги. Но я случайно заметил выражение полного отчаяния в глазах этой очаровательной леди, когда Альберт исполнял свой номер с лассо. Это как-то не слишком вязалось с ее предполагаемой ролью. Нападение незнакомца должно было усыпить мою бдительность и заставить поверить ей. Я изо всех сил играл роль доверчивого ищейки, проглотил ее довольно неправдоподобную историю и позволил заманить себя сюда, осмотрительно оставив полные инструкции по урегулированию ситуации. Под разными предлогами я затягивал наш приход, чтобы дать вам всем достаточно времени. Сесили Марч смотрела на него с каменным выражением лица: «Вы сошли с ума. Что вы рассчитываете здесь найти?» Помятуя о том, что Ричардс видел банку с солью для ванн, что скажете, если мы начнем именно с соли для ванн, инспектор? Весьма здравая идея, сэр. Он взял одну из изящных розовых баночек и высыпал ее содержимое на стол. Девушка расхохоталась. «Настоящие кристаллы, да?» — сказал Томми. «Ничего более смертоносного, чем карбонат натрия?» «Проверь сейф», — предложила Таппинс. В углу располагался небольшой встроенный сейф. Ключ торчал в замке. Томми распахнул дверцу и издал победный возглас. Задняя стенка сейфа открывала доступ в большую нишу в стене, и эта ниша была доверху заставлена все теми же элегантными баночками с солью для ванн. Ряды и ряды банок. Он достал одну и поддел крышку. Сверху виднелись все те же розовые кристаллы, но под ними оказался тончайший белый порошок. Инспектор воскликнул: «Вы попали в самую точку, сэр. 10-1, эта банка набита чистейшим кокаином. Мы знали, что где-то здесь, совсем рядом с Вест-Эндом, находится распределительный пункт, но не могли найти ни единой зацепки. Это блестящий куш, сэр. Настоящий триумф для блистательных детективов Бланта», — сказал Томми Таппинс, когда они вместе вышли на улицу. «Великолепное дело быть женатым человеком. Твои постоянные наставления наконец-то научили меня распознавать перекись водорода с первого взгляда».
Золотистые волосы должны быть настоящими, чтобы провести меня. Мы составим солидное деловое письмо послу и сообщим ему, что вопрос благополучно улажен. А теперь, мой дорогой друг, как насчет чая и кучи горячих маффинов со сливочным маслом?